Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и сегодняшний мой собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Украине не хватает ни газа, ни денег. То есть и своя добыча падает, и покупать газ особо негде. И денег на покупку газа особо никто не дает. Владимир, такой вопрос. Украина вообще планирует пополнять свои запасы? Или там уже работают по принципу «горит сарай, гори и хата»? Планирует. Об этом заявляют представители и правительства, и «Нафтогаза», что планы такие есть. А вот как это делать технически, пока непонятно. Причем не то чтобы есть идеи, но трудно реализовать. Даже идей-то особых нет, потому что есть такое ощущение, что местами правительство и «Нафтогаз» надеются на авось. Собственно, в чем проблема? Проблема в том, что, во-первых, на Украине падает добыча, и, собственно говоря, падает она по двум причинам. Причина первая, такая тактическая, это удары российской авиации и военно-космических сил по объектам хранения газа и газодобычи. То есть начинали с ударов по инфраструктуре подземных хранилищ газа, потом была нанесена серия ударов по объектам газодобычи, и, собственно говоря, это привело к тому, что падение добычи составило достаточно серьезные объемы, то есть цифры разнятся, но как бы больше 50% добычи, скорее всего, Украина потеряла. С учетом того, что до конфликта, до СВО Украина добывала порядка, где-то 19 миллиардов кубометров, соответственно, добыча приупала, сейчас она составляет порядка, во всяком случае, в прошлом году, насколько я помню, она составляла порядка 18 с лишним, но все равно этого не хватает, потому что потребление газа на Украине выше, причем выше где-то, наверное, на 4,5-5 миллиардов, чем то, что Украина добывает. Раньше проблема решалась просто. Украина там добывала порядка 20, потребляла порядка 30 миллиардов кубометров. В год 10 миллиардов кубометров она докупала. Когда-то давным-давно, не все уже помнят, когда это было, закупался этот газ в России, потом там возникла целая серия конфликтов по поводу неплатежей за газ, там, воровства транзитного газа, который шел через Украину. В общем, как бы Украина стала ориентироваться на закупки газа в других местах. Причем, что самое интересное, это не сильно спасло их от закупок российского газа. Правда, теперь он, будучи российским по месту происхождения, так сказать, по источникам закупок, он стал там венгерским, словацким, польским. Но, тем не менее, вот российский газ, получается, Украина продолжает закупать, но, правда, дороже и через вот большой круг трубопроводов через другие страны. В общем, к следующему отопительному сезону, это оценки «Нафтогаза», Украине нужно закупить где-то 4,5 миллиарда кубометров газа. Где его закупить? Тут, наверное, ситуация проще, потому что по состоянию на сейчас Украина закупает около 2-2,5 миллиардов кубометров в год у Венгрии, у Словакии и где-то под 700 миллионов кубометров у Польши. То есть газ найти в Европе для покупки можно. Вопрос, чем платить. Вот с этим большие проблемы, потому что у «Нафтогаза» своих денег практически нет. Есть расчет на привлечение кредитов, и более того, Европейский банк реконструкции и развития обещал Украине предоставить некий объем средств для закупок этого газа. Плюс ко всему, Норвегия обещала, опять же, выдать грант безвозмездный, вроде как, на приобретение объемов газа. Другое дело, что вот это все вместе дает всего лишь 20% от необходимых средств на приобретение этого газа. И приобретать его, естественно, Украина будет по рыночным ценам, которые по состоянию на сегодня колеблются в пределах 400-500 долларов за 1000 кубометров. То есть, соответственно, где-то 2 миллиарда долларов нужно найти. А вот получается найти только где-то пятую часть.
Поэтому пока, я так понимаю, у Украины нет каких-то свежих оригинальных идей, где найти эти деньги. Сейчас вот как-то все еще звучит тема попытаться как-то расплатиться либо арестованными российскими активами, либо хотя бы процентами по ним. Но тут тоже возникает целый ряд сложностей, потому что Украина со своей, так сказать, вот этой вот войной должна уже всем, кому только можно. Я так понимаю, была идея попытаться как-то удачно продать свои редкоземельные металлы и другие ресурсы, базируясь на соглашении с США, предложенным Трампом, но там тоже все не все, вернее, гладко. Как бы с точки зрения схемы получается, что будет создан некий фонд, куда, соответственно, будут поступать доходы от реализации этих запасов, а вот как будут делить деньги этого фонда, ну, наверное, нетрудно догадаться, у Украины здесь вряд ли что-то достанется. Поэтому вот как бы имеем ту ситуацию, какую имеем. Газ, понятно примерно сколько нужно, примерно понятно, где взять, но непонятно, как платить, чем расплачиваться за вот это вот все прохождение зимнего сезона, который сейчас пока только закончился, но когда-то он опять начнется. Возможно ли вообще такие вот какие-то пожертвования в виде газа? Потому что у Польши есть транзитные мощности, они могут с Норвегии предложить газ. Были ли прецеденты такой вот европейской энергетической взаимопомощи? Прецеденты были. Вспомним Молдавию. Когда, собственно, Молдавия прекратила платить «Газпрому» за газ, и плюс ко всему возникли проблемы с транзитом, ну, собственно говоря, газ был отключен, и поставки газа прекратились. Правда, это зацепило не только Молдавию, но и пророссийски ориентированное Приднестровье. Соответственно, варианты помощи рассматривались, разнообразные. Ну, в итоге получилось, что Приднестровью помогла Европа. Было предоставлено определенный объем газа для того, чтобы пройти отопительный сезон. Другое дело, что газ – это слишком ценный ресурс, особенно сейчас, чтобы заниматься с газом благотворительностью. Поэтому Приднестровью объемы были выданы взаймы. И, соответственно, республика должна была либо вернуть этот газ каким-то образом, либо за него расплатиться. В случае с Украиной, заработать на которой не пытается только ленивый, будет та же самая ситуация. То есть найдутся те, кто готов будет предоставить Украине газ, но он будет совершенно не бесплатный. И даже те, кто активно поддерживает Украину, те европейские страны, они в любом случае газ, если и предоставят, то только за деньги. Ну, максимум взаймы. Ну, кстати, вот опять же интересный факт по поводу газа, благотворительности и помощи Украине. По состоянию на этот год Европа потратила на приобретение российского газа денег больше, чем она потратила на финансовую поддержку Украины. Поэтому предполагать, что кто-то подарит Украине газ, ну, это совершенно невозможно. Тем более Польша, опять же, она же не покупает российский газ. Соответственно, те объемы газа, которые поставляются на Украину, это газ американский, а он обходится Польше достаточно дорого. И в силу цены закупочной, и в силу логистики. Ну, опять же, Польша была вынуждена ради приобретения американского свободного демократического газа построить терминал, который сейчас стоит в Свиноустье, это тоже дорого, поэтому даже от Польши, которая много чего говорит про поддержку Украины, ни одной молекулы газа бесплатно они не получат. Ну, кстати, вот, наверное, да, технически можно было бы как-то поставлять газ из Норвегии, но, опять же, Норвегия готова предоставить Украине финансовый транш некой гуманитарной помощи, но никак не гуманитарный газ. Поэтому только за деньги. Ну, в крайнем случае в кредит, или придется как-то отработать, или расплатиться какими-то своими ресурсами. Хотя чем расплачиваться непонятно, потому что, я так понимаю, все редкоземельные металлы, а также нефть, газ, уголь, над которыми Украина еще сохранила контроль,
обещаны Трампу. Такой вот вопрос. С учетом тарифной войны, которую объявил Трамп всему миру, какое место в данном пазле занимает Украина? Пожалуй, что никакое, потому что, насколько я помню, Украине тарифную войну Трамп не объявлял, но это не потому, что уж очень он к ней благоволит или хочет как-то помочь, а просто потому, что торговли, ну вот не вот этой вот бесплатной поставки там или кредитования, а именно торговли как таковой между США и Украиной, ну, насколько я помню, практически нет. Вообще, в принципе, Украина, насколько я понимаю, для Трампа это не то чтобы какая-то там борьба за стабильность, безопасность в Европе, не то чтобы там какое-то сочувствие угнетаемым народам. Украина для Трампа это просто один из там, каких-то разменных козырей, которые позволяют решать свои проблемы. То есть это вот очередной там домик на большой вот этой карте игры типа монополия, которую можно там продать, купить, отдать в залог, ну или просто с кем-то чем-то поменяться, ну или выкинуть за ненадобностью, если этот актив перестал быть ценным. Поэтому как таковая Украина интересует Трампа исключительно в, ну, в геополитическом плане, как базис, на котором происходят какие-то взаимоотношения с Россией. Ну, а с экономической точки зрения, ну, во-первых, нужно получить с Украины все то, что было вложено в нее предыдущей администрацией президента Байдена, ну и продемонстрировать избирателям, что нынешний президент обладает с точки зрения как бы американских ценностей более бизнесовой хваткой, он не такой слюнтяй, как предыдущий, он не будет кормить непонятно кого бесплатно, и все, что было вложено в Украину в ущерб американским избирателям, будет получено назад с лихвой. Видимо, так и рассматривается вот эта сделка по редкоземельным металлам, то есть сколько их там, сколько это на самом деле стоит, и можно ли реально там что-то разработать, это уже вопрос второй. Главное озвучить колоссальную сумму, которую, по идее, как бы можно будет в результате этой сделки получить, и показать избирателям, что Трамп как раз носитель основных американских ценностей. Это вот бизнес, борьба за эффективность, за выгоду и, ну, как говорится, сделаем Америку опять великой. Ну, что из этого получится, мы пока видим только начало. Что будет дальше, пока сказать трудно. Там Трамп уж слишком непредсказуем. Да, и в финале хотелось бы спросить, потому что Европа, Трамп, Китай сейчас начали игру на повышение. То есть Трамп говорит, с вас 100% пошлины, Китай отвечает тем же самым, Трамп повышает уже до 125%. Они так играться могут бесконечно, вплоть до остановки торговли, или это на чем-то остановится? Безусловно, это на чем-то остановится. Ну, собственно, такая как бы покерная история. То есть у кого покерфейс на лице продержится дольше, во-первых, а во-вторых, кто сломается раньше. Ну и судя по агрессивности Трампа, противником, ну, настоящим противником для него является скорее Китай. Потому что, как мы видим, после вот этого объявления пошлин всему миру, дальше началась торговля, кто-то сломался сразу, кто-то готов еще поторговаться, кто-то еще там постарается сохранить лицо, но в конце концов сдастся. Причем Европа, скорее всего, сдастся, потому что угрожать Трампу им фактически нечем. Целый ряд там латиноамериканских или африканских стран сдались еще до боя. Ну, получается, что сейчас основной противник – это Китай, потому что именно он сделал ответный ход, который сделает больно и Китаю, и США, но для Китая крайне важно сохранить лицо.
и не поддаться на вот эти вот блефовые там, нападки Трампа и попытки как-то нагнуть Китай пока вот методом словесных интервенций. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал «Нефть Капитал». Крайне рекомендуем. Ссылка будет в описании и закрепленном сообщении. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо. До новых встреч.